начал строить свою столицу там, где город построен быть не может. Он придумал и спроектировал его сам. Многократно перестраивал и заставлял всех жить так, как он задумал, и никак иначе. Ценой огромных жертв на гиблых болотах, под ударами сокрушительных наводнений, вырастет город поразительной красоты. Вдоль прямых, как стрела, улиц ровными рядами встанут каменные дома. Набережные оденутся в гранит. Распахнутся площади, и шпиль Петропавловского собора разрежет морской туман, как мачта огромного корабля, плывущего в будущее. Творение Петра Великого, Санкт-Петербург, станет главным символом его преобразований. Но до последнего дня жизни император так и не решит, кому передать свое наследие. День выдался погожий. Государь пребывал в отменном настроении. Быстро определили место для бастиона и равелинов. Но Петр пожелал осмотреть и соседние острова. Радовался, мол, истинный парадиз морем пахнет. К тому времени царь успел побывать и в Англии, и в Голландии. Столицы там расположены на воде, и не случайно. Где море, там и торговля в гору идет, и народ просвещения набирается. Решено. Вот здесь, Данилыч, поставишь мне домик. Меншиков, старинный товарищ, усомнился. Какой домик, Минхерц? Утонем же? Государь словно не слышал. А там, где сам стоишь, тебе дворец возведем. Возвести большой европейский город Петр мечтал давно. Но так уж вышло, что место для строительства продиктовала война. К весне 1703 года русская армия отвоевала у шведов часть побережья Балтийского моря до устья реки Невы. Здешняя болотистая местность меньше всего подходила для постройки новой столицы. Но для защиты новых земель требовалась крепость. Император заложил ее 16 мая или 27 по новому стилю 1703 года на острове Янисаари, по-русски Заячьем. С этого дня и начался отсчет истории города Санкт-Петербурга. Петербург назван не в честь царя Петра Алексеевича, а в честь его святого покровителя, апостола Петра. Сам царь в личной переписке называл его парадизом, то есть раем. Знакомое нам сегодня название «Питер» появилось уже в XVIII веке. Впервые упоминается в комедии Фанвизина «Недоросль». За свою историю город трижды менял имя. В 1914 году, в начале Первой мировой, на фоне антинемецких настроений, Петербург русифицировали в Петроград. В 1924 году, после смерти Ленина, переименовали в Ленинград. Историческое имя Санкт-Петербург было возвращено городу только в 1991 году. Первыми жителями еще не построенного города стали его строители. Начали работу солдаты, переброшенные из соседних крепостей. Затем на него организованными партиями были доставлены крестьяне окрестных деревень, работные люди, пленные шведы и татары, а для самых тяжелых работ – каторжники.
Теперь преступников вместо Сибири отправляли на строительство Петербурга. Рабочих поначалу селили табором, во временных лагерях из землянок и шалашей. Каторжников разместили в охраняемом каторжном дворе. Сейчас на этом месте находится площадь Труда. Массовый подневольный труд использовался только в первые годы. Позже на строительстве в основном задействовали наемных рабочих и мастеровых, для которых строили избы. Работали по сменам от 12 до 15 часов, вахтовым методом, по 2-3 месяца. Жалование составляло 1 рубль в месяц, при том, что ежемесячный прожиточный минимум равнялся 17 копейкам. Условия работы и проживания были тяжелыми. Постоянный холод, сырость, антисанитария и плохое питание. По приблизительным подсчетам, на строительстве Петербурга от болезни и истощения умерло не менее 100 тысяч рабочих. Петр недолго думал, кого поставить во главе этой стройки. Рвения Данилыча хватит на 10. Он никогда не просил поблажек, не ссылался на обстоятельства, а невыполнимых приказаний для него попросту не существовало. Назначая Меншикова генерал-губернатором будущего города, государь не сомневался. Вытянет. Александр Данилович Меншиков происходил из незнатной семьи. По одной версии он был сыном конюха, по другой – пекаря. С 14 лет служил в царском потешном войске, где быстро завоевал доверие Петра, стал его денщиком, а затем ближайшим сподвижником и одним из первых лиц государства. Царь называл его Алексашею, сердечным другом, братом и сыном сердца. Во время Северной войны со Швецией Меншиков командовал крупными силами пехоты и кавалерии, оставаясь при этом генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Строительство любого сооружения в Петербурге требовало в десятки раз больше усилий, чем во всей остальной России. Болотистую почву осушали вручную, копали каналы для отведения воды. Вынутым грунтом засыпали низины. Под фундамент требовалось укрепление почвы с помощью свай, которые забивали обязательно в подмерзшую землю, чтобы не поплыли. Подвижный грунт и обилие воды будут создавать проблемы на протяжении всей истории Петербурга. Вода выступала на поверхность, подмывала фундаменты, размывала кладбище. Постоянная сырость способствовала развитию чахотки и обилию вшей. Прокладка метро в городе на Неве всегда была сопряжена с большими трудностями из-за сложности грунта. Мощный плывун, участок разжиженного грунта, вызывал размыв и затопление тоннеля дважды – в 1974 и 1995 годах. Последствия удалось ликвидировать только в 2004 году. Поначалу Санкт-Петербург именовался военно-морской ставкой, а пребывание там Петра в документах обозначалось как поход. Бродя по щиколотке в грязи, под свирепыми северными ветрами, царь вникал в каждую деталь. Сверял увиденное с чертежами. И при виде малейшей оплошности бранился так, что даже у бывалого Меншикова душа уходила в пятки. Твое? Несмотря на все сложности, уже к осени 1703 года, фантастически короткий срок, на Заячьем острове возвели Петропавловскую крепость. Ныне исторический центр города, один из самых узнаваемых его символов. Петропавловская крепость построена по совместному проекту царя Петра и французского инженера Ламбера де Герена. Поначалу имела укрепление из дерева и земляных насыпей.
В 1706 году бастионы начали перестраивать в камни, но полностью крепость стала гранитной только к концу XVIII века. С 1725 года Петропавловский собор стал усыпальницей Романовых. Здесь покоятся тела всех императоров и членов их семей, от Петра I до предполагаемых останков Николая II, за исключением Ивана VI Антоновича и императора Петра II. В крепости располагалась тайная канцелярия, орган политического сыска, а в казематах была устроена тюрьма, в которой содержались важные государственные преступники. По возвращении в Москву Петр спешил поделиться своей радостью с Мартой Катариной. Царь познакомился с ней год назад в доме Меншикова, где вдова шведского офицера служила экономкой, и теперь не представлял без нее жизни. Не жалея красок, Петр расписывал возлюбленный чудо-город, вырастающий посреди финских болот, а та с благодарностью ловила каждое его слово. Государь в ее объятиях расцветал. Вот она, родная душа. Строительство Петербурга шло быстрыми темпами. На стрелке Васильевского острова выросла батарея. На левом берегу Невы была заложена Адмиралтейская верфь и создавался галерный флот. Но все это происходило фактически на территории враждебного государства. Только в 1721 году, после Ништадтского мира, прибалтийские земли, включая Петербург, будут официально присоединены к России. А пока Северная война в разгаре, и шведский флот взял устье Невы в блокаду с моря. Ни один корабль пробиться в Санкт-Петербург не может. Город, из которого Петр собирается торговать со всей Европой, оказался в полной изоляции, и мало кто вообще про него знает. Все это зря. Никому этот город не нужен. Осточертело все так, что хоть в петлю. У пристани покачивался торговый корабль с английским флагом. Чудо! Английский капитан удивлялся. Он-то вез соль и вино в торговый город Нейнштадт, а прибыл в какой-то Санкт-Петербург. Дадут ли тут хорошую цену? Александр Данилович на радостях вручил ему награду 500 золотых самому и по 10 талеров каждому матросу. Прав был Петр Алексеевич. Уж если купцы рвутся сюда, невзирая на все шведские козни, значит, скоро на всю Европу прогремит город. Петр, получив это известие, пришел в такой восторг, что побежал хвастать своей Екатерине. Русским купцам он велел объявить, что они могут везти свои товары в Петербург для экспортной торговли. Однако купцы упрямо ехали в Архангельск, куда приходили по морю англичане и голландцы. Там все было налажено веками. Из центральной России в Архангельск проложены удобные дороги с постоялыми дворами и складами. Тогда Петр указом велел везти самые ходовые товары не в Архангельск, а в Санкт-Петербург. Сухопутные дороги, которые вели на Балтику, не годились для торговых караванов из тяжело груженных телег. Путешественник, направляющийся в Петербург осенью или весной, мог насчитать несколько дюжин лошадей, утонувших в болоте прямо в упряжке. Те товары, которые все же попадали в город на Неве, гнили на складах Троицкой пристани, потому что продавать их было некому. Иностранные корабли не могли пробиться сквозь шведскую блокаду.
За 7 лет, с 1703 по 1710 год, до Петербурга добрались всего 3 корабля. Только после Ништадтского мира в 1721 году в Петербург пойдут иностранные суда. И в таком количестве, что у Троицкой пристани не будет хватать места для швартовки. А пока из-за закрытия Архангельска голландские купцы несли колоссальные потери. И встал вопрос о разрыве торговых отношений с Россией. Тогда Петр частично вернул торговлю в Архангельск, установив квоты на самые ходовые товары в пропорции 2 к 1 в пользу Петербурга. Но уже через несколько лет квоты пришлось снова пересмотреть в пользу Архангельска. За эти годы немало русских купцов разорилось, а экспортная торговля продолжала высасывать из страны сырье по демпинговым ценам. Петр не отчаивался. Всему свое время. Он строил Петербург не ради сиюминутных выгод. Как царь он возводил его для державы, а как отец — для своих детей. Их первая с Екатериной дочь умерла в возрасте 1 года, но подрастала вторая, Анна. А сразу после Полтавской победы родилась и Елизавета. Петр все чаще задумывался, не сделать ли Екатерину законной супругой. Чувства к ней с годами не остывали, а кроме того, негоже царским дочерям вне брака расти. Но женитьбу откладывал. Положение сейчас военное, да и работы не впроворот. Государь проводил на Невских берегах все больше времени. Он лично участвовал в строительстве кораблей, которые ласково именовал «детками». Его любимицей была 16-пушечная шнява «Лизет», которую царь назвал в честь младшей дочери Елизаветы. Адмиралтейство располагалось в шаговой доступности от домика Петра, и царь ходил на работу пешком. Он официально имел должность Адмиралтейской верфи главного мастера с окладом 365 рублей в год. Генерал-губернатор Петербурга Меншиков работал там же, на должности корабельного подмастерья, и получал 182 рубля в год. Фактически Петербург уже являлся столицей государства. Но госаппарат перебирался из Москвы медленно. Приказы открывали в Петербурге свои филиалы, походные канцелярии, но их руководители находились рядом с Петром, в новой столице. Таким образом, московские приказы сами превращались в филиалы, а походные канцелярии — в коллегии. Лишь в 1712 году из Москвы переехал правительствующий сенат. С этого времени пребывание Петра в Петербурге в документах больше не называлось походом. Петербург официально стал столицей. Со времен Петра I страна имела 2 главных города – Москву, или Первопрестольную, где короновались императоры, и Петербург, официальную столицу, где находился двор и центральные государственные учреждения. Петр II перенес столицу в Москву, но его преемница Анна Иоанновна вернула все на круги своя. Петербург оставался столицей империи более 180 лет. 5 марта 1918 года из-за приближения к Петрограду Германского фронта Ленинское правительство Российской Советской Республики переехало в Москву. С тех пор она остается столицей России. Именно в Москве государь Петр Алексеевич устроил торжества по случаю Полтавской победы. В январе 1710 года по улицам Первопрестольной провели тысячи захваченных в плен шведов. Тут-то и поступило донесение, что среди пленных объявился офицер, который называет себя Иоганном Крузе и мужем Марты Скавронской. Да еще и рассказывает всем о своей супруге, которая ныне русскому царю детей рожает. У Петра словно опору выбили из-под ног. Даже самодержцу нельзя венчаться с замужней женщиной. Государь велел учинить следствие. Вскоре подтвердилось, что настоящий Иоганн Крузе действительно погиб.
Меншиков предлагал повесить самозванца. Петр решил того пощадить. А чтобы другим болтать было неповадно, отправил в Сибирь на вечное поселение. Сам же вернулся на север, туда, где продолжалась война со шведами, да пополнялся жителями новый город. Первое поколение столичных жителей составили служивые люди, от фельдмаршала до рядового, и приказные, то есть чиновники, а также мастеровые и рабочие, привезенные для строительства города. Примерно треть населения насчитывали солдаты столичного гарнизона. Много было иностранцев, как наемников, так и пленных, шведов и татар. По указу Петра каменное строительство было запрещено по всей стране и велось только в Петербурге. Сюда же были переведены каменных дел мастера. Со всех доступных каменоломен свозили известняк и гранит. Кроме того, любой въезжающий в город должен был заплатить каменный сбор. С воза по 3 камня, весом не менее 2 килограммов каждый, и по 10-30 камней с каждого судна. Но камня все равно не хватало. Петр хотел, чтобы его Парадиз ни в чем не уступал европейским столицам, и потому пригласил опытных градостроителей. Одним из первых в Россию прибыл Доминико Андреа Трезини из швейцарского Лугана, специалист и по военной, и по гражданской архитектуре. Он разработал планировку улиц, стал автором типовых проектов домов, а также соборов, дворцов и других городских зданий. Не подкачал архитектон Трезин. Петр Алексеевич, как увидел дворец на итальянский манер, глазам не поверил. Радовался, как дитя, трогал все руками. На стенах шпалеры, зеркала, мебель заграничная, окна большие с цельными стеклами. И тут, как назло, загрохотала канонада. Шведы. На том и кончилось дворцовое обозрение. Не удалось Александру Даниловичу погордиться вдоволь. Государь умчался проверять фортецию и пушки. Угроза нападения шведского флота сохранялась на протяжении всей Северной войны. Для защиты Петербурга со стороны моря в 1704 году на отмеле возле острова Котлин был возведен форт Кроншлотт, в переводе с немецкого «замок короны». Форт полностью контролировал судоходный фарватер, и за всю историю Кроншлотта мимо него не прошел ни один вражеский корабль. В 1723 году вблизи форта на острове Котлин Петр заложил крепость и город Кронштадт, который станет главной военно-морской базой Балтийского флота. Расположение Петербурга делало его крайне уязвимым. При Екатерине II во время войны со Швецией в 1788 году от пушечных залпов дрожали стекла Зимнего дворца, а на улицах стоял запах пороховой гари. Во время Первой мировой, в марте 1918 года, германские войска подошли так близко, что начали артиллерийский обстрел Петрограда. В 1941 году войска вермахта уже на 3-й месяц войны были в 40 километрах от Ленинграда и взяли его в блокаду. Однако за всю свою историю этот город никогда не был захвачен противником. Петр, наконец, представил Екатерину своей семье и всему двору как будущую супругу. Венчаться немедленно царь не имел времени, готовился в поход против турок. Меншиков не очень верил, что государь с его буйным нравом присмиреет в руках жены. Но глядеть на счастливого царя было отрадно.
Свою новую столицу Петр возводил в соответствии со своими вкусами. Он строго следил, чтобы строили только из предписанных материалов и по предписанным проектам. Привычная русская планировка, когда дом располагался посреди двора со службами и огородами, была запрещена. Дома следовало строить по красной линии, а не посередь дворов своих. То есть все дома должны были стоять впритык, фасады на одной линии, а небольшое место для дворов отводилось только за домом. Этот двор обстраивался другими жилыми и хозяйственными сооружениями. Со временем они росли и тянулись вверх. Так возникли знаменитые питерские дворы-колодцы. Разница с Москвой чувствуется и сейчас. Москвичи привыкли к палисадникам и скверикам во дворах, и вход в дом называют подъезд, потому что ко входу могла подъехать повозка. Питерцы говорят «парадная», потому что все старые дома имеют еще и черный ход со двора. Прежде через него заходили разносчики провизии, сразу попадая в кухню. Провизия в Петербурге продавалась не на каждом углу, как в Москве, а на специализированных рынках. Бакалея и сырые продукты на мытном дворе. Рыба и мясо в отдельных рядах, рыбном и мясном, с обязательным санитарным контролем. Хлеб был привозной. Молочные продукты поставляли финны из окрестных мыс. По городу ходили разносчики, каждый с определенным товаром. На кухнях устанавливали печи с плитами, где на сковороде можно было пожарить, а не запечь, как прежде, мясо. Петр I любил говорить: «Дай Бог мне здоровья, и Петербург будет новый Амстердам». Он все показывал своей Екатерине. Планы, чертежи, рисунки. Голландский вид городскому пейзажу придавали черепичные крыши, множество мельниц, высокие шпили, их было около 50, и множество каналов. Привычный нам сегодня архитектурный облик Санкт-Петербурга, строгий и монументальный, сформировался в основном в XIX веке, в эпоху Николая I, который во многом изменил столицу. Дворцовая площадь с Александровской колонной, Сенатская площадь с Медным всадником, стрелка Васильевского острова с растральными колоннами, Исаакиевский и Казанские соборы. Столица превратилась в грандиозный архитектурный ансамбль в стиле классицизм. Изначально же город строился в сдержанном стиле так называемого Петровского барокко с расчетом на вид с воды. Петр мечтал сделать основным транспортом в городе буера, небольшие парусные суда. Для их строительства и обслуживания имелась партикулярная верфь. Петр раздал мелкие суда жителям и обязал их участвовать в еженедельных водяных ассамблеях. Подумать только, но в Петербурге, знаменитом своими мостами, при Петре их намеренно не строили, за исключением наплавных или понтонных и разводных в самых необходимых местах. Кроме того, запрещалось устраивать постоянные шлюпочные переправы. Так царь пытался приучить жителей к передвижению по воде. Но замысел не удался. На несколько месяцев Нева покрывалась льдом, и во время ледохода не имеющие мостов острова теряли всякое сообщение. Пришлось отказаться и от начальной планировки Васильевского острова, где улицы должна была заменить сеть параллельных каналов, линий, которые пересекались проспектами. Однако за улицами все же закрепилось название линии. Мостов в Петербурге множество, и большинство из них, как и во времена Петра, разводятся, чтобы не мешать проходу судов. Наконец, в новой столице произошло событие, которого ждали не первый год. Государь Петр Алексеевич обвенчался со своей возлюбленной. Та приняла православие с именем Екатерины Михайловой.
Анна и Елизавета, рожденные вне брака, приобрели царское достоинство. Но по закону того времени право на трон переходило по мужской линии. Государь не оставлял надежды на рождение сына, которому сможет без колебаний передать все, чего он достиг за годы царствования. Потому брак с Екатериной был для Петра особенно важен. То, что совсем недавно казалось смелыми фантазиями, становилось реальностью. Заложенный Петром город рос и наполнялся все новыми жителями. Вместе с ним росло и число забот, которые ложились на плечи генерал-губернатора. Меншиков следил за благоустройством столицы, чисткой каналов вокруг Адмиралтейства, укреплением берегов Невы, прокладкой дорог. Глядя на то, как преображается северная столица, государь светлел и не жалел наград для Александра Даниловича. Главной въездной дорогой Петербурга стала так называемая Невская просека от Александра Невской лавры до Адмиралтейства. Идеально ровную дорогу проложили через лес и болото монахи лавры и пленные шведы. Замостили камнем, по обочинам высадили по 4 ряда берез. Позже просека стала называться Перспективой, а затем, с 1781 года, Невским проспектом. Протяженность Невского проспекта – 4,5 километра. Он почти в 3 раза длиннее Тверской и долгое время оставался самой протяженной улицей России. Невский проспект первым в стране получил уличное освещение – масляные фонари, под которыми стояли скамейки. В XIX веке Невский был застроен в стиле высокого классицизма и превратился в уникальный проспект-ансамбль – парадный фасад империи. Советская власть переименовала его в проспект 25 октября, но спустя четверть века, 13 января 1944 года, за день до начала операции по снятию блокады, историческое название вернули. Главная улица Петербурга – это часть магистрали, соединяющей две столицы – от Красной площади до Дворцовой. И единственная улица России, которая в ясную погоду просматривается полностью на несколько километров. Улицы Петербурга мастили деревом. Поверх бревен укладывали деревянные доски. Набережные строились на сваях. Сверху клали дощатую вымостку. Они оденутся в гранит только во второй половине XVIII века, а при Петре единственная каменная набережная была перед его летним дворцом. Устройство и поддержание в порядке набережных, а также мостовых и уличных масляных фонарей было обязанностью домовладельцев. Кроме того, каждый должен был посадить перед своим домом липы. Так началось озеленение Петербурга. Первым публичным парком в России стал сад вокруг летнего дворца Петра. В сад пускали посетителей в приличной одежде. И все статуи и скульптурные группы фонтанов были снабжены пояснительными табличками в воспитательных целях. Во время больших праздников в саду устраивалась иллюминация, и стояли столы с угощениями, а по аллеям солдаты носили ушат с водкой. Уставая от военных и государственных дел, Петр нашел для себя новую отдушину. По личному приказу царя в Петербурге начали высаживать деревья, в том числе и растения других климатических зон. Липы, каштаны, даже виноград и хлопчатник, которые плохо приживались в открытом грунте и вымерзали. Петр отдавался этому увлечению со страстью и все меньше времени проводил с Екатериной. Та старалась привлечь внимание мужа. Многозначительно вздыхала. Задавала наводящие вопросы. Наконец, обиженно уходила к себе. Но государь, казалось, этого не замечал. Средоточием городской и торговой жизни стала площадь у Троицкой церкви возле одноименной пристани.
Там перед длинным зданием коллегий оглашались царские указы. У гостиного двора объявлялись торги и подряды. На площади по случаю праздников проводили воинские парады, в которых неизменно принимал участие сам Петр в преображенском мундире. А после шумно пировал в аустерии 4 фрегатов. После каждого тоста пушки, стоящих у пристани кораблей, давали салюты, от которых дрожали стены окрестных зданий. В коллегиях отдельной статьей затрат был ремонт окон. Как значилось в расходной книге, из которых во время Виктории и погодами стекла повыбивало. Весь город был словно огромной усадьбой Петра, где он распоряжался по своему усмотрению, вмешиваясь не только в профессиональную, но и в личную жизнь подданных. Приказом Сената была учреждена главная полицмейстерская канцелярия. В подчинение полицмейстеру было выделено 10 офицеров, 20 унтер-офицеров и 160 солдат добрых. Полномочия полиции были обширны. Она следила за всем, от планировки внешнего вида домов до состояния выгребных ям. За выбрасывание на улицу нечистот и мусора – кнут и каторга. За продажу на рынке несвежих овощей и мертвых животных – кнут и каторга. Весы у торговцев должны иметь клеймо. За фальшивые весы – штраф. Домовладельцы обязаны были ежедневно осматривать мостовую перед своими домами, своевременно ее ремонтируя. Противопожарная служба также находилась в ведении полицмейстера. Кроме пожарной команды, с заливательной машиной была создана система оповещения и тушения пожаров. Обыватели должны были прибегать по сигналу с топорами и баграми и помогать пожарным. Для защиты от пожаров запрещалось строить частные бани, только общественные. Домовладельцы обязаны были ежемесячно чистить печные трубы, мазать глиной потолки, следить за состоянием пожарных прудов. Хлеб разрешалось печь только по четвергам и воскресеньям, если не было жары и ветра. По ночам ходила дозорная команда во главе с Нюхачом, прапорщиком Струковым, и в буквальном смысле вынюхивала тех, кто тайком печет хлеб или топит баню. Постоянно действовал комендантский час с 10 часов вечера летом и с 8 зимой. По ночам по городу передвигаться можно было только военным и акушеркам со специальным документом. Финансирование грандиозной стройки, как и реформ и войны, происходило за счет повышения налогов. Крестьяне платили по 74 копейки с каждого подданного мужского пола. Горожане – по 1 рублю 20 копеек. В число налогоплательщиков включили и тех, кто прежде налогов не платил – крестьян Севера и Сибири, жителей национальных окраин и Поволжья. Доходная часть бюджета увеличилась втрое. Армия забирала около 3 миллионов в год, а в Петербурге бюджет одной только городовой канцелярии составил за 1722 год 162,5 тысячи рублей. Петр Алексеевич бросил Данилычу грамотку. Одна из царских родственниц жаловалась, что в ее дворце протекает крыша, так что в дождливую пору невозможно место сыскать, где притулиться. Александр Данилович весьма удивился. По таким пустякам беспокоить его царское величество? «Пустяки, говоришь? Таких пустяков у меня полная камора. Что скажешь, Данилыч?» Меньшиков прохрипел: «Наветы, государь. Завистники, имея отчет по каждой копеечке». Но водились за князем грехи. Отнимал у помещиков земли и деревни. Отбирал наследие, перешедшее государству. Укрывал раскольников и беглых крестьян, взимая с них плату за проживание на своих землях. Петр даже сон потерял. Если уж Меншиков, осыпанный почестями и щедротами,
не брезгует на казенный счет поживиться, то кому же теперь доверять? Казнократство и коррупция достигали порой невиданных размеров. Из каждых собранных 100 рублей налогов до казны доходило в лучшем случае 30. Воровали многие, и далеко не всех удавалось схватить за руку. Петр учредил службу фискалов, специализированный надзорный орган, главной задачей которого было предотвращать ущерб для казны и злоупотребление высших чиновников. Во главе службы стоял оберфискал, подчинявшийся только царю. Оберфискал Алексей Нестеров давно примеривался к всемогущему Меньшикову, но руки были короткие. Тогда он начал расследование злоупотреблений князя Матвея Гагарина, сибирского генерал-губернатора, которого, по слухам, прикрывал Светлейший. Сотни зевак замерли в ожидании казни. Смолк барабанный бой. Князь Гагарин обвел тяжелым взглядом толпу. Еще недавно он кичился неслыханными богатствами. Строил роскошные особняки, закатывал пиры с 50 переменами блюд. Но умереть ему суждено нищим. Все, что было нажито, отошло по царскому приговору в казну. Заревела в голос жена. Петр сурово глянул на Александра Даниловича. Хорошо ли, дескать, понятен намек? Меньшиков хоть и впал в немилость, но ареста и казни избежал. Во многом потому, что старый друг Екатерина Алексеевна часто становилась на сторону князя. Во время приступов царского гнева она не раз приходила на помощь, защищая Александра Даниловича. Петр ее любил, как не любил больше никого. И эта любовь Меньшикова спасала. В 1721 году Петербург праздновал Ништадтский мир. Северная война окончилась полной победой России. В Троицком соборе сенаторы преподнесли Петру титул императора и отца Отечества. Когда он вышел на площадь, его восторженно приветствовала огромная толпа. Петербург отныне становился не просто столицей, столицей империи. Празднества продолжались непрерывно 7 дней. С маскарадом, балами, иллюминацией и фейерверками. Императрицей стала и Екатерина. Петр самолично возложил на ее голову корону. Первую корону в истории Российской империи. Празднества Петровской эпохи были пышными, шумными и продолжительными. А участие в них обязательным для всех. За этим следила полиция. Участники маскарада не имели права снимать маски и переодеваться до окончания праздника. На
площадях стояли зажаренные туши быков, из ушатов и бочек всем желающим разливали спиртное. Боевые корабли сотрясали берега пушечным салютом. По ночам в небо взлетали фейерверки и шутихи. Все эти торжества подчинялись четко прописанному сценарию, а в декорациях использовалась разветвленная система аллегорий. Например, пылающее сердце изображало сердечную привязанность царя к Петербургу. «5 ноября 1721 года, ровно через неделю после окончания празднования Ништадтского мира, все декорации смыло. Произошло очередное наводнение». Наводнения в дельте Невы случались практически каждую осень и весну. Если вода поднималась выше обычного уровня на 1,5–2 метра и больше, наводнение становилось стихийным бедствием. Об опасном уровне подъема воды предупреждали пушечные выстрелы из Петропавловской крепости. Наводнение 1777 года практически уничтожило летний сад и залило подвалы Петропавловской крепости, унеся жизни нескольких сотен человек. Наводнение 1824 года описано в поэме Пушкина «Медный всадник». Улицы превратились в каналы, куда вплывали галеры, спасая утопающих. Особой силой отличалось наводнение 1924 года, о котором говорили, что это кара за переименование Петербурга в Ленинград. Только в 2011 году закончилось строительство дамбы, и город получил возможность защититься от стихийного бедствия. Александр Данилович смотрел, как вода заливает набережные, а принесенные волной бревна бьются в окна и стены домов. Но что ему ныне до Петербурга? После очередной кляузы терпения государя лопнуло, и он снял Меншикова с должности генерал-губернатора. Князь понимал, это только начало. Не ждет ли его теперь судьба Матвея Гагарина? Но в те дни Петр был озабочен другим. Он получил новость, которая поразила его прямо в сердце. Екатерина ему изменила. А главное, с кем? Камергер Монс. Брат Анны Монс, которая некогда была возлюбленной самого Петра. Судьба словно насмехалась над русским императором. Монса обвинили во взяточничестве и приговорили к отсечению головы. На полях документа Петр написал «Учинить по приговору». С Екатериной он больше не разговаривал. Друга Сашку видеть не желал. Да, пожалуй, жить не хотел. С тяжестью на сердце государь возвращался по воде в Петербург после осмотра Ладожского канала. По пути он увидел застрявший на мели бот с солдатами, которые захлестывали волны. Император бросился на выручку. Спасая людские жизни, Петр бился до последнего, словно хотел в одиночку покорить разбушевавшуюся стихию. Этот героический поступок имел роковые последствия. После нескольких часов, проведенных в холодной воде, у государя обострилась давняя болезнь. И хотя Петр понимал, что отныне его дни сочтены, в его душе не было сожаления. Он прожил славную жизнь, полную подвигов и свершений, о которых другие могли лишь мечтать. Он любил и был любимым, имел добрых и верных друзей, знал радость побед и горечь поражений. Судьба подарила ему редкое счастье видеть, как самые смелые мечты становятся реальностью. Он отдавался этой жизни сполна и щедро делился неуемной энергией с теми, кто был рядом. А когда встречал отпор и непонимание, что ж, тогда он бывал и свирепым, и безжалостным даже к своим близким.
Да, он не щадил ни себя, ни других. Зато создал великую армию и флот. Превратил Московское царство в европейскую державу. А на месте гиблых болот построил великолепный город мечты. И все же сомнения не утихали. Кто продолжит его дело? Старший сын Алексей был обвинен в государственной измене и погиб, не дождавшись исполнения приговора. Младший Петр скончался, не дожив до 5 лет. Оставались 2 любимые дочери и жена. Перед смертью император собирался назвать имя наследника, но его последняя воля так и осталась тайной. Петр Алексеевич угасал стремительно. Вместе с ним уходила в прошлое целая эпоха. Но то, чего он достиг, навсегда преобразило историю российского государства.